Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, давайте сегодня поговорим о том, как происходят манипуляции на крипторынке. Как же само происходят манипуляции на альткоинах и почему все так разочарованы именно в альткоинах. Итак, ну что, на данный момент у нас сегодня у нас четверг. Самое прекрасное утро, солнце за окном. Я надеюсь, что у вас тоже будет прекрасное утро и день будет прекрасный. Эфириум у нас плюс 1%, биток плюс 1,8%, XRP плюс 3,6%. Но это не очень такие и те показатели, которые нам хочется увидеть, потому как по статистике притока капитала у нас нету. Мы видим биткоин ETF. С 24 февраля просто отток капитала. Нету притока капитала в крипторынок. Что бы там кто бы ни говорил, но на самом деле с рынка просто вывозят деньги вагонами. Нету никакого притока капитала в крипторынок. Нету притока капитала в высокорисковые активы. Наоборот, растет капитализация золота, и на данный момент мир готовится к какому-то сильнейшему баби-буму. Я надеюсь, что это не будет какая-то там третья мировая война. Аналогичная ситуация у нас и на эфириуме. Мы видим то, что нету притока капитала. Ни единого дня мы не видим, чтобы здесь были какие-то там зеленые показатели, как это было, например, осенью 2024 года. Тогда был приток капитала. Спотовый биткоин ETF, спотовый эфириум ETF, был приток, все у нас росло, но выросло не до тех значений, которые нам хотелось бы, конечно, увидеть. Итак, что у нас по капитализации? Ну, 2 триллиона 710 миллиардов, все, в принципе, ни туда, ни сюда. Но дай бог, может быть такое, что рынок уже полностью скорректировался, если это была, конечно же, коррекция. Но если не коррекция, а начало погружения на медвежку, то там, конечно, есть куда падать. Если мы посмотрим на биткоин на дневке, выглядит, конечно же, все это дело у нас устрашающееся. И здесь, если мы глянем от пика до донышка, то коррекция у нас примерно составила, смотрите, 30%. И это нормально для бычьего рынка по биткоину, 30% это нормально. Если мы посмотрим летнюю коррекцию, то здесь у нас была коррекция 33%. Не дотянули 3%, но если мы еще дотянем эти 3%, то я думаю, что уже рынок погрузится на медвежку. И вот здесь вот, если мы будем торговаться в диапазоне 70 тысяч долларов, это уже будет 35%. Это уже будет погружение на медвежку. Пока что мы находимся в рамках коррекции по крипторынку. И мы все-таки находимся у ключевых точках, потому как если мы не удержим данный уровень, то можно сказать, что с текущих уже начнется конкретная медвежка. За это еще пока рано говорить, медвежка это или не медвежка, но за это рано говорить. Потому как доминация битка у нас на хаях. И с доминацией битка на хаях у нас не было никакой медвежки. Мы все-таки на погроге где-то ее там снижении этой доминации битка. Может быть такое, что мы упадем в диапазон 40%. Но я в это очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что в диапазон 50% мы можем шлепнуться. 50, 48, вот так вот сюда можем сходить. Что у нас по временному интервалу? Давайте-ка мы посмотрим, что у нас по временному интервалу. И здесь уже идет конкретный звоночек о том, что у нас на крипторынке что-то происходит неладное, потому как доминация битка не особо хочет снижаться. В прошлом цикле мы видим то, что после халвинга биткоина доминация биткоина плавненько снижалась. Мы видели рост альткоинов, потом была манипуляция, небольшой рост доминации битка. Коррекция на альткоинах буквально до декабря 2021 года. Вернее, до декабря 2020 года. И потом мощнейший альт-сезон с декабря по май 2021 года. С декабря 2020 года по май 2021 года был мощнейший альт-сезон. А здесь уже, в принципе, это дело все затянули. И доминация биткоина, мы видим то, что идет в обратном направлении. Она потихоньку растет. Здесь она падала, здесь она наоборот растет. И здесь уже есть какой-то звоночек о том, что что-то здесь у нас творится неладное. Или это манипуляция, или хотят этот рынок просто-напросто соскамить. Итак, у кого доброе утро, тем нужно, конечно же, пить какао с молоком.
я делаю аналогичную ситуацию. Итак, по поводу доминации. Мы уже находимся по временному интервалу у ключевых точек. И где-то 18 марта, вот я ставил метку, это у нас будет заседание ФРС. Может быть такое, что с конца марта у нас здесь уже начнется падение доминации. Может быть такое. Но если мы не увидим падение доминации вплоть до 21 апреля, вот, то тут уже, конечно же, что-то в этом рынке сломалось. И уже неладное. В принципе, осталось ждать недолго до полной развязки событий, но буквально 1,5 месяца. Потому как по истории всегда так было, что 330 дней после халвина битка и начинает падать доминация битка. В принципе, вот так вот. Что по поводу монетки GMT? Это у нас такой себе интересный актив, создан он на эфириуме. Казалось бы, то, что создается на эфириуме, это не скам. Это у нас токен кроссовок Степен. Давайте мы посмотрим Twitter. Что у нас здесь творится в Твиттере? 594 тысячи читателей, 500 000 читателей. Твиттер основан в 2021 году. Здесь есть какие-то новые твиты, видно. 11 марта даже был твит, кроссовки, все там, NFT, и все здесь у нас вроде бы как развивается. Инвесторы. Здесь есть у нас инвесторы, 19 инвесторов, Binance Labs, Solana Ventures и еще большое количество малоизвестных инвесторов. Даже есть Alameda Research, такие себе немножко скамеры. Инвестиции. Давайте мы посмотрим. Даже, вот смотрите, Binance Launchpad, даже с текущих у инвесторов есть иксы. 4,5 икса, 9,5 иксов, это просто трэш. Вестинг, давайте посмотрим разблокировку монет. Здесь у нас еще 27 дней, unlock, 1900 дней, 1600 дней. Здесь все разблокировано, здесь 667 дней, здесь у нас все разблокировано, здесь 300 дней. Анлоки еще будут впереди, и посмотрим, конечно же, на график. Перспективный проект, казалось бы, да, но вот такой вот у нас здесь график. Вот такая вот себе скамовозочка. Опустились мы уже практически ниже зоны листинга, и это, конечно же, не очень хорошо. Как происходят манипуляции? Сейчас мы буквально видели, в 2024 году вышло очень большое количество монет, и примерно с таким вот графиком. Примерно с таким вот графиком был у нас листинг, но не было именно того самого роста. Вот такого вот роста у нас не было, как на монетке GMT. Как вот здесь вот был рост, тут были колоссальные, конечно же, иксы. Но монетка вышла на хаях, но новости были те же самые, что и при монетке GMT. Это фундаментальный инструмент, его нужно покупать, за ним только будущее. Это убийца всех убийц, это L2 решения, они незаменимые, эфириум нам не нужен, допустим, нам нужны L2 решения. И такие вот разные были истории с данными монетами. Потом монета укатывается, ее здесь покупают, она потом укатывается. И фишка в том, что у кита большое количество монет находится на руках. Если это, конечно же, не скам, такой там, что он вообще никому не нужен, типа монеты QMAL, или там монетки TIDEX биржи, то у кита большое количество монет. Он здесь распродает на вот этих хороших новостях. Он распродает эти монеты. Определенное количество монет здесь распродает. Хомякам защики, напихал он их. Потом он встает глобально в шорт, потому как у него большое количество монет также и присутствует. У него есть возможность давить по стакану и продавать эти монеты. Конечно же, хомяки, те, которые здесь купили монеты, они не продают. Они думают, что это цифровое будущее. И оно им нужно. И дальше будет только to the moon. Вот, это же новый фундаментальный проект. Мы же видим по новостям, что он незаменимый. Нам рассказали то, что он супер-пупер. Это убийца всех убийц. И они здесь вот прикупили. Они его не продают. Кит в этот момент встает глобально в шорт и начинает давить по рынку. И происходит в этот момент бритва. Все, которые здесь вот накупили, начинают продавать в минус.
А что это и нужно, конечно же, самому манипулятору. Тут только будет давить не только сам манипулятор на стакан, но и хомяки будут давить. Тем самым будут подогревать его глобальный шорт. Шорт этот у нас прекрасно отрабатывает. Если, конечно же, у нас закончилась такая вот продажа, кит начинает еще немножко поддавливать на все это дело, и актив снижается. Снижается длительный период времени. Если мы можем посмотреть, то у нас здесь уже снижение и шло на протяжении 490 дней. А если быть поточнее, примерно 600 дней. Это, как ни крути, 2 года. И хомяки уже просто-напросто выбриты так, что они просто устали. Им нужно деньги. Они думали, что они проинвестировали в какой-то фундаментальный инструмент. В дальнейшем они будут его распродавать по ценам выше, 2-3 икса, к примеру. Но мы этого не видим. И в принципе хомяк уже полностью устал. Ему нужно деньги, ему нужно вытянуть как-то с этого всего бабки свои. А у кита ему этой нужды нету. Он находится в шорте, он уже заработал. И плюс он уже заработал, распродал вот здесь вот наверху монеты. На вере в хомяков. И здесь вот ему нужно закрывать уже шорт. Ему нужно закрывать шорт, и они начинают выпускать новые какие-то интересные новости, тем самым порождать ликвидность. Тем самым мы видим то, что у нас коррекция по данному инструменту в принципе произошла, целых там 90%, и здесь уже хомяк начинает для того, чтобы выйти с данного инструмента, такой матерый хомяк. Тот слабый хомяк, он уже давным-давно покинул вот здесь вот данный инструмент, в минус слил, там минус 50%, а матерый хомяк, который такой думает, что он самый умный, он начинает здесь усреднять. Думает, ну все, скидочка у нас есть, 85% мы скорректировались, а по данному инструменту мы скорректировались и намного больше, уже здесь 94%, и я буду усреднять, на отскоке выйду. Но мы видим то, что крупный игрок закрывает шорт, порождает ликвидность, небольшой рост дают, но если бы ты усреднял бы данный инструмент, то у тебя не было бы такой сильно низкой точки входа, чтобы ты с него вышел. Твоя точка входа будет примерно вот здесь вот. И даже вот здесь вот они не дотягивают. Они здесь просто не дотягивают до вашей точки входа, чтобы вы вышли в ноль. Породили ликвидность. Вера. Опять побежали хомяки покупать, усреднять, потому как нужно же купить, чтобы усредниться. И кит дальше давит это все дело вниз. Шортим до опупения. Вот. Из текущих смотрим то, что у нас опять же, смотрите, 80% коррекции. А если мы возьмем поточнее, вот так вот от фитиля, даже вот с момента роста, у нас опять коррекция на 80%. Это медвежка, это самая натуральная медвежка по битку. По биткоину это самая натуральная медвежка, друзья. Но на данном инструменте, если взять на биткоине там одна коррекция 85%, но на данном инструменте мы видим несколько коррекций по 85%. Если мы посмотрим первую коррекцию, вот у нас первая коррекция, смотрите, 83%. Следующая коррекция с момента роста, опять же смотрим, 80%. И следующая коррекция, опять же у нас 80%. И это еще не все. А вот у нас еще одна коррекция. Смотрите, с момента роста у нас опять же коррекция уже в 90%, даже 91%. 91%. И тут же опять хомяк такой уже, который остался самый-самый матерый и думает, что он выскочит с данного инструмента хотя бы в ноль. Опять же он начинает усреднять, породилась у нас ликвидность. Вроде бы как нарисовали разворот. Здесь рождается ликвидность, хомяк усредняет, а кит продолжает фиксировать свой шорт. И та же самая история. Мы, в принципе, если даже и посмотреть на рост, то рост здесь был небольшой, на 200%. И выйти в ноль хомяку, который там где-то тарил и усреднял, его точка входа будет примерно уже здесь вот. У него была изначально точка входа
вот здесь, потом он усреднил сюда, теперь у него точка входа здесь, и крупный игрок опять же тянет инструмент и не дотягивает до точки входа хомяка. Хомяк не может выйти, и в дальнейшем опять же все это дело мы сливаем до бесконечности. Это все дело происходит до бесконечности. И по временному интервалу у нас здесь уже коррекция, смотрите, 1050 дней. 1050 дней. И это только глобальный шорт. Это еще не поставленный рынок на разворот данного инструмента. Здесь нету ярко выраженного боковика, чтобы откупился данный инструмент с рук. Потому как на руках у нас еще очень большое количество монет. Смотрите, большое количество монет. 2000 дней до полной разблокировки данных монет. И данный вот такой вот график с боковиком может еще тянуться на протяжении, ну, как минимум, наверное, вот так вот. Если 2000 дней до полной разблокировки, да, то, смотрите, мы здесь можем боковичок отрисовать только через 2000 дней. А это у нас где-то будет примерно на март 32 года. Вот, март 32 года. И где-то ближе к марту 32 года или там 31, может здесь мы увидим движение хотя бы в диапазон там 60, максимум 70 центов по данному инструменту. Потому как крупный игрок уже здесь массово закроет свой шорт, отберет монеты на протяжении длительного периода времени у слабых рук. И здесь, если действительно присутствует кит, то может он потянет в дальнейшем этот инструмент, ну, где-то на плюс там, допустим, 10 иксов с каким-то вторым, третьим плечом. Но на всю вот эту вот манипуляцию уйдет столько времени, что если вы, конечно же, доживете до этого периода времени, это будет очень хорошо. Может быть такое, что ваши внуки здесь будут распродаваться по монетке GMT. В принципе, вот так вот. И большинство таких альткоинов у нас на крипторынке. Разные L2 решения, такие как Starknet, ZK, даже вот вышли новые монетки Nero. Тоже так же само они будут рисовать такие вот графики. Так что думайте, друзья, если вы хотите инвестировать в криптоактивы, готовы ли вы пройти все эти Крым-Рым медные трубы и выскочить здесь хотя бы в небольшой плюс спустя, допустим, 5-6 лет. Вот. В принципе, вот так вот. Я думаю, что данная информация вам будет полезна, как происходят манипуляции на крипторынке. Не думайте, что вы сюда зайдете в крипторынок и сразу получите 100 иксов и разбогатеете, купите ламбу и будете там жить просто-напросто припеваючи и купите какой-то остров. Кушать будете кокосы и одни бананы. Инвестируя в криптовалюту, это очень большие риски, и здесь нужно понимать, если вы сюда занесли деньги, то нужно заносить только те деньги, которые вы готовы потерять. Да, здесь люди не зарабатывают, а теряют деньги. А чтобы что-то заработать, нужно, конечно же, выжидать. Не нужно залетать на хаях. Как только монета вышла, это не говорит о том, что она будет дальше лететь куда-то. Нужно, конечно же, выжидать хорошую точку входа. Я думаю, что данная информация вам будет полезна. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.